Всем привет! В мастерской накапливается вот такая вот разная мелочь, которую желательно держать в одном месте. Можно было бы купить пластиковую тарелку, но я в интернете нашел интересное решение, и в принципе сегодня мы попробуем его создать. Это будет подобие тарелки из кожи. За рубежом, вот как я посмотрел, очень такое популярное решение. И они есть разные, есть более простые, есть там сложные. Мы сегодня сделаем такой усложненный вариант, немножко модифицированный, чтобы было более как-то это авторски. Значит, для этого у меня есть кусочек кожи. Кожа нужна ременная, здесь толщина где-то 3 миллиметра. Вот такая вот интересная, красивая ременная кожа. Этот кусочек я отрезал из-за того, что есть на нем какие-то вот такие пятнышки, как дефекты. Поэтому в изделие этот кусок не пошел, а вот для таких вот целей, допустим, для мастерской что-то пошить, как раз то, что нужно. Для этого понадобится 2 кусочка кожи. Форма, в принципе, и размеры могут быть различные, это все на ваше усмотрение. Я сегодня сделаю квадратную такую емкость. Размер этих кусочков взял 8 на 8 такой квадрат и 16 на 16. Потом объясню, в принципе, зачем это именно, почему так. Еще хотел показать ножны с предыдущего видео, при дневном свете, как выглядят торцы. Потому что вы меня спрашивали, почему не токанолы. Токанолы все равно не дают такого результата. Так, что нам нужно из разметки? Первое, если, допустим, у нас здесь квадрат, да и в любом случае, в принципе, мы рисуем участок. Вот здесь у нас получится квадрат, куда мы сделаем вот такую вот накладку. То есть под нее. Значит, делаем отступ по 4 сантиметра в нашем случае. Это будут стенки нашей посуды. И оставляем как бы вот на дно накладку еще вот в это место. Конечно, в идеале, чтобы было лекало, но так как его не хотелось рисовать, в общем, сделаем все сразу на заготовке. Теперь вот здесь от каждого угла я делаю 2 отметки. Первая отметка это 4 сантиметра, то есть это высота нашей стенки. И вторая отметка вот здесь это 3 сантиметра от нашего угла. То есть мы потом вот эти 2 точки их соединяем. Вот этот участок, мы его будем вырезать. Мы его вырежем и потом вот здесь будем сшивать. Так? Зачем вот эти отметки по 4 сантиметра от края? Значит, мы их совмещаем по радиусу и будем скруглять здесь угол изначально. Сейчас я покажу. То есть у нас должна получиться вот такая картина. Сначала мы срежем радиус, а потом вырежем вот этот вот оставшийся треугольничек. И у нас получится такая вот деталь потом для сшивания. Радиус, в зависимости от того, какого размера вы выбрали высоту стенок, там можно брать больше, можно меньше. В общем, у нас просто сам стык тогда будет какой-то определенной формы. Это тоже можно делать как эксперимент, смотреть, что у вас получится, создавать что-то свое. У этой детали сделаем на углах небольшие скругления по 5 с радиусом 5 миллиметров. Еще нам нужно будет вот этих вот точках, где пересечения, сделать небольшие отверстия. В моем случае это 5 миллиметров.
Вот, тогда детальки будет легче загибать. Теперь можно поступить двумя способами. Допустим, у кого есть отсекатели вот такие вот радиусные, то есть поставили и отрезали вот этот угол. У меня эти отсекатели китайские, тупые, в общем, я сделаю немножко другим способом. Сначала сделаю вот эти вот прорези, то есть вырежу наши углы. Вот, а потом по оставшимся вот этим вот начертаниям сделаю срезы. Эту операцию проделать со всеми углами заготовки, то есть у нас получается вот такая вот форма теперь. Дальше нужно сделать беговку, приукрасить немножко наши изделия. Сегодня засвечу вам самую бюджетную спиртовку стеклянную. Торцы в этот раз обработаем токануло. Это идеальный вариант, как я уже сказал, для таких вот случаев. Вся прелесть токанула в том, что после нанесения мы сразу же можем работать над заготовкой, над деталями, то есть не ждать высыхания, это очень экономит наше время. Теперь нам нужно сделать разметку под шов, и для прошивки буду использовать два типа пробойников, одни с круглым зубом и одни с косым. Значит, с круглым зубом мы используем вот в этих участках, то есть здесь делаю отступ 5 миллиметров от края, вот отсюда, для разметки под шов. Так, сразу эти участочки и потом эти. То есть у нас будет пробитие отверстий вот в этих участках под шов и по контуру этой заготовки, но здесь будем использовать пробойники с косым зубом, поэтому сделаю отступ от края где-то 3 миллиметра. 3 миллиметра, чтобы он чуть-чуть заступал как бы за нашу беговку. Небольшое отступление по поводу бюджетных китайских пробойников. Вот уже одного зуба нету, откололся. Так, пробиваю я на кусочки такого вот старого коврика. Отверстия пробиваю сквозные. То есть делаю не на метку, а уже как бы
полноценные сквозные отверстия под шов. Здесь я делаю такие тут отметочки изначально, от которых будет идти разметка. Отметки на расстоянии 5 мм от края. То есть вот на всех участках, где нужно сделать нам разметку и пробить отверстие. Есть вот меточка. И теперь от этой метки делаю, можно молоточком, можно вообще, в принципе, просто руками вот так вот надавливать, да и все. Изначально мы делаем разметку. После того, как сделали разметку на всех участках, ставлю пробойник в пресс и вот таким вот образом пробиваю, прокалываю каждую детальку уже по нашей разметке. Детали склеил клеем Экосар. Он, в принципе, нормально справляется с этими задачами. Теперь нам нужно вот эти все отверстия, которые мы проделали, нам их нужно подокалывать. Такой результат получается после прошивки. Прошивал нитью от Мэйси, вот такая толщина 0,45 мм. Цвет очень хорошо подошел под эту кожу. Вот. И теперь интересное наблюдение по поводу клея. Значит, дальше нам остается просто собрать вот эти вот углы, сшить, да, и получится уже готовое изделие. Значит, чтобы упростить задачу, я попробовал склеить. Сначала склеить вот здесь детали, а потом уже их прошивать. Так вот, клей Экосар с этой задачей не справился. То есть, когда мы склеим торец в торец, торцы под напряжением от кожи, они разрываются. То есть, так сделать не получается. Есть у меня вот небольшой тюбик, это, по-моему, наэрит от Кендофарбен. Значит, нанес на торцы, выждал там 10 минут, прогрел феном и склеил. Все, торцы держатся. То есть для таких задач данный клей подходит лучше, чем Экосар. На примере вот этого угла покажу, как можно прошить. Значит, здесь хочу, чтобы у нас с лицевой стороны получились вот такие вот параллельные линии, параллельные стежки. А с обратной стороны у нас будут как бы крестики. Или можно сделать наоборот. Но я хочу, чтобы вот здесь были параллельные. Для этого я иглы завожу вот таким вот образом с обратной стороны. Вот. Потом каждую иголку перебрасываю на обратную сторону и вывожу снова назад, так скажем. То есть такой шов я делал, показывал, как сделать вот на видео с пауэрбанком, с чехольчиком для пауэрбанка. Вот. Получаем такую картину. Теперь с тыльной стороны вот так вот накрест уводим иголку
с одной стороны и здесь вот накрест уводим сюда. То есть с тыльной стороны получается такая картина. А здесь идем не накрест, а еще раз вот так вот параллельно перекидываем иголки. В итоге у нас получается здесь ровные линии, а здесь вот такой вот идет как бы крестик. Повторяем то же самое. Здесь идем накрест, перекидываем иголки, получаем крестик, а здесь параллельно. Еще нужно следить за тем, чтобы не проколоть нить, потом сложно это все распутывать. Вот, смотрите, в итоге у нас получается такая картина с тыльной стороны и вот что получается с лицевой. Здесь как можно? Можно сразу там завязать узел. Я еще сделаю вот такой вот параллельный стежок. Стежок, он должен быть самый такой крепкий. Это при том, что если, допустим, здесь нету склейки, вот, то между этими слоями получается напряжение, они хотят разойтись в разные стороны, то нужно, чтобы этот шов, он прям как бы затягивал, это все очень сильно крепко держал. Я обычно делаю двойной узел здесь, в таких вот ситуациях. Можно еще вот так вот, еще одинарным. Все, завязали, чтобы нить точно не разошлась. Кончики на синтетике можно обжечь на синтетической нити. В итоге, после того, как все прошили, получается у нас конечный результат. Вот такая вот тарелочка, емкость для различных мелочей. В принципе, как уже говорил, могут быть они разного формата. Я вот, допустим, под свои катушки там еще сделал такую подлиннее. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.